Всех приветствую на канале Бенди Крипто. Меня зовут Никита Грин Бенди, и в этом видео мы с вами поговорим про рынок криптовалют, про биткоин, про альткоины и новостной фон, который нас окружает в сегодняшних реалиях. Поэтому заранее поставьте видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Абсолютно все, что говорил в прошлых видео, Трамп запампит крипту, там бычки не будет, вот эти вот все превьюшки, последние все видосы с обзорами рынка, они все полностью актуальны. Я говорил, что перед инаугурацией Трампа инвесторы будут, вероятнее всего, снижать риски. Пожалуйста, увидели дамп на сколько там, на 17% вроде как. И это просто такой детский дамп, 17,5%. И это детский дамп. В прошлых годах рынки корректировались на 20, на 30%. Вот вы понимаете, что если сейчас рыночек упадет на 30%, все просто наложат свои штанишки и побегут продавать свои альткоины, биткоины и прочие активы, которые они держат. Поэтому вот этот детский дамп на 17%, это даже не дамп, просто коррекция, просто детская коррекция, чтобы вытряхнуть всех слабых рук, чтобы забрать у них монеты. И что мы видели после этой коррекции, конечно же, разворот. Но все равно я бы был настороже, потому что пока мы находимся ниже отметки $103 тысяч по BTC, мы пока находимся в локальном нисходящем тренде. Опять же, локальном, глобально мы в бычке в восходящем тренде. Вот, нам нужно закрепляться, выходить, пробивать эту наклонку, закрепляться выше $103 тысяч, и тогда у нас поход наверх обеспечен. Пока что мы находимся в локально нисходящем тренде. Также тут я видел, что некоторые рисуют паттерн голова и плечи. Первое плечо, вот раз плечо, потом голова и второе плечо. Это такой нисходящий паттерн, но пока что он не отрабатывает. Опять же, я верю в то, что бычка не закончилась, мои цели 120-140 тысяч по BTC, это вполне реальные консервативные цели по битку. Через 5 дней у нас уже будет инаугурация Трампа, Дональд Джей Памп, я его так называю, потому что Трамп-памп созвучно. И я думаю, что Трамп запампит рынок крипты. Это потому, что у нас позитивно идет регуляторика в сфере криптовалют. На все должности финансовые вообще в администрации США нанимаются люди, которые за крипту. И поэтому, как вот при такой администрации можно быть медведем? Лично я не понимаю. Поэтому я верю, что Дональд Джей Памп запампит крипту, и мы полетим в космос. Возможно, не сразу. Точнее, я ожидаю, что это будет не сразу. Кстати, еще ходит такая инфа, что Дональд Трамп в первые же дни своей, когда будет инаугурация, в первые же дни он издаст законы по крипте, позитивные законы на крипту, там давать зеленые флаги, смягчать регуляцию, всякое такое. Посмотрим, как будет. Мне в любом случае, мне не важно, я инвестор, я смотрю в долгосрок, мне не важно, что сегодня график пойдет вверх, вниз, я знаю, что будущее светлое, поэтому для меня это как бы не важно, но для тех, кто «А куда же пойдет биткоин?» Это видео специально для вас, смотрите. И я бы еще все-таки ждал, возможно, корректоз. Не надеялся, но держал в голове. Потому что у нас есть гэп незакрытый, где-то вот в этом районе есть незакрытый гэп на CME. Если биточек даст у нас палочку на 85, у нас тоже тут есть такая вот зона, лои можно было бы эти снять красивенько. Либо вот когда мы сюда дампанется, это будет очень сладкий момент для закупа. Даже на этом проливе я тоже покупал. И, в принципе, у меня сейчас тактика только only buy, don't sell, only buy. Потому что мы находимся в бычке, альткоины у нас как бы находятся на днище, поэтому есть смысл их покупать, и они очень сильно крайне недооценены по отношению к биткоину. Это можно посмотреть по графику доминации BTC. Опять же, я про этот график говорю столько раз, и пока что он отрабатывает ровно как я рисовал. То есть увидели дамп, увидели рост, то есть график BTC, доминации BTC, он противоположен движению альткоинов. То есть если график доминации растет, альткоины падают. График доминации падает, альткоины растут. Это у нас перелив ликвидности из биткоина в альткоины, по этому графику это можно все смотреть. Мы находимся уже сломали нисходящий тренд. Если мы сейчас не пробиваем вот эту наклонку, да даже если пробьем и вернемся, то в принципе все равно будет считаться, что мы в нисходящем тренде. Пока мы не обновляем вот эти хаи, у нас направление движения по доминации вниз, это значит, что у нас будет рост альтов. Я жду снижения до 48-40%, там буду фиксировать свою сумку. Опять же, это у нас было в 2021 году, у нас было снижение доминации, и в прошлых циклах, в 2017 году тоже было снижение доминации. Постоянно происходит одно и то же, но люди ждут какой-то подвох, что как раньше не будет и прочее. Но график говорит обратно, у нас все то же самое, что было в прошлых бычьих циклах, ничего нового. Но люди постоянно ищут какие-то подвохи, конспирологические какие-то теории, что там BlackRock зашли, все, они откупили весь биткоин, поэтому биткоин там не упадет, доминация биткоина не упадет, альтсезона не будет, короче, прочую всякую херню несут. Пожалуйста, можете так думать, благодаря вам, собственно, и мы зарабатываем деньги, потому что вы медведи, вы не верите, вы шортите, вы там еще чем-то делаете неправильные действия. И благодаря этим вашим неправильным действиям другие игроки зарабатывают, поэтому спасибо вам. Если вы не видите график, откройте 2021 год по BTC, посмотрите, что было, какие были там дампы. Вот, кстати, я в канале своем публиковал. Биток на хаях
прошел дампы 31%, 26%. 18, 55, 24. Сейчас настолько 17%. Это просто детский лепет. А люди уже говорят, все, бычка закончилась. Ай, ну ладно. Благодаря таким людям, опять же, мы зарабатываем, поэтому спасибо, что вы есть. Бычка далеко не закончилась. Но тоже стоит понимать, что из рынка нужно забирать прибыль, поэтому если у вас как минимум 2 икса по какому-то альткоину, либо мемкоину, обязательно забирайте прибыль, вложенные деньги и оставляйте уже бесплатные монеты. Также есть интересный такой график, недавно его нашел. Короче, Total 3 по отношению к BTC, то есть отношение биткоинов к альткоину. Альткоины по отношению к биткоину уже развернулись, они уже находятся в восходящем тренде. И вот было тестирование этой зоны поддержки, и вот мы сейчас опять немножко корректируемся, и возможно мы дойдем до этой зоны поддержки. Но в любом случае альткоины к биткоину уже развернулись. Сейчас вам покажу 2021 год, было то же самое. Был нисходящий тренд, тут не полный график, был нисходящий тренд, и здесь вот альткоины развернулись к биткоину и начали расти. Доминация биткоина и сам биткоин, сам биткоин тоже может расти со снижением доминации, это не особо важно, главное, чтобы снижалась доминация. И вот, получается, на этом вот снижении доминации BTC альткоины росли по отношению к BTC, потому что альткоины давали больше процентов роста, чем биткоин. То же самое сейчас происходит у нас, только вот в начальной стадии все. И люди говорят, что альтсезон уже прошел. Интересно, конечно, ребята. Дай бог им всем здоровья. Также у нас Total 3, тоже у нас график, который исключает BTC и ETH, график альткоинов, он даже не находится на хаях, то есть мы даже прошлые хаи не пробили, опять же, я говорил в прошлых видео, все, что я говорил в прошлых видео, все актуально. Денежная масса растет, денег становится больше, они обесцениваются, активы дорожают. Но мы даже не находимся на вершинах прошлого 2021 года. О чем сейчас может быть речь? Какой альтсезон? Его не было. Был какой-то выборочный альты, какие-то выборочно стреляли, но это не альтсезон. Альтсезон — это когда большая часть монет, большая часть рынка опережает рост биткоина. Его не было. Все, это на графиках видно, это сухие факты. Если вы не понимаете язык цифр и фактов, то, извините, мне с вами не о чем разговаривать. Все те, кто пишут дневные комментарии, таких людей очень много, все они потом прокатятся на зеленых палках. Поверьте мне, будут кататься на елдаках зеленых. Вот, сейчас у нас образовался такой клин, но опять же, такая... эти все фигуры клинят, восходящий клин равнозначно, он пробивается в любые стороны, но зачастую на восходящем тренде он пробивается вверх. Но это, просто так зарисовка, чтобы было красиво. Но в любом случае у нас направление вверх. По альткоинам у нас по-прежнему большинство альтов пили днище. DYDX, Ape, все на днище. Hyperliquid, хороший DEX, тоже откорректировался. Вот, и если кто-то рассматривал, то можно набрать позицию. В любом случае, большинство альтов находится на днище, какие-то выборочно растут. GT у нас, как обычно, новый этаж. Я, про этот токен столько говорю, его вообще никто не покупает, походу. Один я в нем сижу, в этой ракете. Ну да ладно. И разные другие монетки тоже можно присмотреться к покупке. Большинство альтов сейчас находится на дне. Допустим, тот же Aptos. Супер технологический проект, но находится он на днище, к сожалению. Но это все временно. Опять же, когда будет падение доминации и альтсезон, будет расти все. Любое говно будет расти. Просто что-то больше, что-то меньше. Давайте уже перейдем к новостям. Посмотрим, что у нас там происходит сейчас в криптопространстве. Новостной шум в этот весь. Я думаю, многие из вас любят смотреть новости. Поэтому давайте-ка их посмотрим. Что получает самую топовую оперативную информацию о рынке криптовалют, то, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал Bendy Gang. Ведь тут публикуется самая топовая информация о крипте. Мои действия некоторые, которые я делаю в рынке, чтобы заработать, поэтому подписывайтесь, мне будет очень приятно. Гэри Генслер, вот эта лысая башка, от которой дали надо пирожка, сказал, что биткоин — это новое золото. Люди торговали раньше золотом, сейчас у нас есть BTC. Это чувак, который глава SEC, который постоянно душил криптоиндустрию, сейчас переобулся, но его увольняют, он уходит с должности главы SEC, потому что там уже поставят нового главу SEC, который уже за крипту. Но он такой решил последние деньки свои переобуться, сказать, что у нас теперь есть биткоин, раньше было золото, теперь у нас биткоин. Красава, что сказать. Дальше, что у нас еще интересно по новостям. Тон у нас ворвется в рынок США. Прошлый видос про стикеры, NFT-стикеры США. Я сказал, почему... NFT-стикеры США. NFT-стикеры в Telegram. Почему они могут расти? Потому что Тон, вероятнее всего, выйдет на рынок США. В США гораздо больше денег. Сейчас в Тоне в основном СНГ жители сидят, всякие там Бангладеш, Индия. Разные такие бедные страны. Поэтому денег в Тоне не особо много. Когда придет США, в США гораздо больше денег. И регуляторика в США тоже сейчас меняется на позитивную. Поэтому, вероятнее всего, Тон выйдет в США. И будет просто памп всей экосистемы Тона, стикеры, подарки, вот это все. Это сейчас вся инфраструктура строится для того, чтобы потом, когда придут вот эти деньги большие, чтобы им было что покупать, чтобы им было где торговать. Все это сейчас строится. И те, кто это понимает, те, кто покупает стикеры, те, кто инвестирует в токены на Тоне, они очень хорошо заработают. Это лично мои мысли, не финансовая рекомендация. Факты налицо.
Я же говорил в видосе про NFT-стикеры, что он выходит на рынок США. Это было, новость вышла, пожалуйста. Очень хорошие мысли CZ, тоже обязан озвучить в этом видео. Мы все думаем, а если бы я откупил падение? Купил бы биток раньше, проигнорировал фат. Фат — это, если что, плохие новости, негативные новости. Но когда возможность снова появится, будешь ли ты делать действия? Сегодня это тоже раньше. То есть сегодня самое лучшее время, чтобы начать покупать крипту, что-то делать. Всегда не надо ориентироваться, я завтра сделаю, или там с Нового года начну. Нет, это все пыль. У нас есть только момент, есть сейчас. Ни вчера, ни сегодня, только сейчас. Если вы начинаете действовать сейчас, то вы получите очень большие результаты на дистанции. Опять же, прочитайте, что такое сложный процент. И CZ говорит факты, он уже давно фактит. Я постоянно его твиты публикую у себя в канале, потому что это самый влиятельный криптан, один из самых богатых криптонов. И стоит к нему прислушиваться, потому что он редко ошибается в своих прогнозах. Поэтому лучшее время, чтобы начать, прямо сейчас. Также начали разные компании, прикиньте, штукатурная компания купила 500 BTC, то есть биткоин покупать не только институционал, но разные другие компании в разных точках мира. Это тоже позитивно повлияет на рост цены. И у нас криптовалюта, получается, опережает рост мобильных и телефонов и интернета. То есть биткоину понадобится всего лишь 12 лет, чтобы достичь 300 миллионов пользователей. Интернету 15 лет, а мобильным телефонам 21 год. То есть крипта, мы все еще на очень ранней стадии, И большинство из вас этого не понимают. Они смотрят вот на часовик, на минутный график. Они не смотрят глобально, не смотрят там на дистанцию 5-10 лет. И это проблема большинства, что они не мыслят масштабно. Мыслите масштабом, мы только в самом начале. Большинство альткоинов это скам, они умрут, это 100%, но биткоин, он будет развиваться. И тот же Майкл Сейлор говорит, что пока биткоин меньше $1 миллиона, это все скидки, просто. Он покупает сейчас, потому что это все равно дешевле, чем если бы он стоил $1 миллион. И он верит, что биткоин будет стоить $1 миллион. Я тоже в это верю, но это на дистанции, на большой дистанции. Не сегодня, не завтра, не через год, там через 5, через 10 лет биткоин вполне может стоить $1 миллион. Особенно с такой политикой в США, с благоприятной регуляторикой, вообще без проблем. Также я себе записал, почему еще будет биткоин расти. Я эту новость не опубликовал, но, расскажу вам так. Раздача средств от FTX. Биржа FTX у нас заскамилась в 2022 году, как вы знаете, либо не знаете, и много людей потеряли средства. Но США там надавила, посадила этого Бэкмана в тюрьму, и бабки вернут людям, но не в полном размере, но какую-то часть вернут. И там выплаты на огромное количество денег, там миллиарды долларов будут выплачиваться людям. И прикиньте, сейчас вот рынок крипты, еще ничего не улетело, альткоины приятно торгуются, и людям возвращают бабки, с которыми они уже попрощались. Что будет с этими людьми? Конечно же, они будут эти бабки пихать в рынок. Поэтому выплаты от биржи FTX, они начнутся где-то уже в феврале, возможно. Эти все бабки пойдут в рынок, это еще новый приток ликвидности, который даст рост многим альткоинам. Также у нас сегодня выходят данные по инфляции. Если инфляция будет лучше ожидаемых значений, то у нас будет позитив на рынке. Если хуже, то, соответственно, негатив. Это тоже у нас повлияет на рынок сегодня. Также запускаются новые ETF, на новые токены на XRP хотят, на Solana ETF запустить. Это тоже, то есть чем больше криптовалюты будет торговаться на фондовом рынке, тем больше люди будут видеть, какая-то крипта, Solana, дай-ка куплю, попробую. Это тоже привлекает новый капитал в рынок криптовалют. Я хочу вам еще раз сказать, что будущее прекрасно. Смотрите глобально на графике, смотрите на цикличность, на что у нас было в прошлых годах. Да, стоит ориентироваться на то, что было в прошлых годах. Оно не обязано повторяться точь-в-точь, но, как говорится, история обычно рифмуется. Если посмотреть на графики, то у нас происходит ровно то же самое, что было в 2021 году на прошлом бычьем цикле. Поэтому смотрите глобально, смотрите, что у нас было в прошлые разы. Не ориентируйтесь на этот новости, на этот шум. Потому что новости сделаны специально для того, чтобы отвлечь вас от главной цели. Это заработать деньги. Вот когда был этот дам до 89 тысяч долларов, какие там новости выходило там? BlackRock продают, фонды продают. Никто ничего не продавал, просто паблики покупают, какую-то дичь несут просто неимоверную, чтобы люди вот на этом дампе на самом лоу продавали, а фонды, умные люди на этом дампе откупали и набирали себе позиции. Поэтому не ведитесь на новости, смотрите на картину глобально и откупайте дипы, как говорит сам CZ. Покупайте дипы, чтобы, соответственно, становиться богаче. Поэтому с вами был Никита Грин Бенди, вы на канале Бенди Крипто. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!